Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. С кем я уже успела пообщаться? Киприоты, кенийцы, латиноамериканцы были, майя. Кирилл! Прости, я не могу, просто ты представляешь, у нас 30-я программа. Мы целый сезон отсняли. Так давай так и скажем. Орел и решка, земляне, финальный выпуск. Мы прилетели на Сокотру, чтобы познакомиться с ее жителями. По-моему, вот. Отлично, так ты Да. уже сказал. Вообще, Ну, все, давай отлично. монеточку кинем. Давай. Тебе прямо сейчас надо это сделать? Да, зачем ждать? Зачем? Эти женщины, это просто какой-то... Проще один раз делать, чем всю жизнь отмазываться. Орел. Решка. Куда упала? Куда упала? Сейчас. Не, я не засуну руку. Она вниз упала туда. Давай. Кирилл, Как бы неудобная ситуация. твоя очередь. Ситуевина Я не могу. получилась. Орел. Решка. Почему я волнуюсь? Решка. Я решка, ты орел, ты победил чайник. Чайник. Чайник, мое счастливое животное тотемное. Ну или кто оно там? Я с безлимитом. Мишка, это тебе останется. Может всякое случиться. Может, ты поделишься уже со мной? Смотри, это мне? Да, а вот- Смотри, могу тебе масло отдать. Пожалуйста. Нет, Спасибо. тебе. Захотела кинуть? Кинула. Увидимся у следующих землян. Пока. Когда мы произнесли эту фразу, мы даже не могли представить, в какое удивительное место отправимся. В Индийском океане, где-то между сомалийскими пиратами и йеменскими повстанцами, затерялся чудо-остров Сокотра. Тут растут деревья, из которых сочится драконья кровь. Океан кишит гигантскими рыбинами. И все выглядит так, как было до начала времен. И тут живут самые удивительные земляне – сокотрийцы.
Они добывают драконью кровь и лечат детей раскаленным металлом. Они не знают, сколько им лет и какой сейчас год. Ты не помнишь? Я не помню. А некоторые до сих пор живут в пещерах. Одним словом, Сокотра — это первозданный рай и настоящая терра инкогнита. А «Орел и Решка» — первое тревел-шоу, которое открывает Сокотру и его жителей всему миру. Очень больно. Мы на Сокотре! Это будет самый необычный выпуск сезона. Он финальный. Но стоит признаться, да, нам пришлось пойти на обман. Сокотра — оторванный от всего мира остров, и на него нельзя прилететь, просто купив билет на самолет. На Сокотру можно попасть только одним способом — купив тур за $1750 в турагентстве. Оно оформит вам визу и закажет билет на чартерный рейс, который летает всего раз в неделю из Арабских Эмиратов. Для того, чтобы мы смогли просто добраться до острова, продюсеры забронировали мне и Мишель 2 тура. И я планирую воспользоваться своим вип-туром и увидеть всю красоту чудо-острова. А мой тур сгорит. Чтобы не нарушать правила Орла и Решки, я буду выживать на $100 и знакомиться с уникальной жизнью сокотрийцев. И еще очень важный момент. На Сокотре местные, прям единицы только разговаривают на английском языке. Но я прилетела сюда подготовлена. Здесь вот у меня на футболочке нарисовано все то, что нужно туристу для того, чтобы местный понял его. Вот, например, захотелось ему узнать времени. Вот, показывает на часы. Захотела я, например, в туалет, не могу найти. И вот здесь у меня прекрасный значок. Вот, например, Кирилл потерялся. И тоже смогу его с легкостью найти. Так что... Всех туристов, прилетающих на Сокотру, сразу же хватают гиды и упаковывают в экскурсионные машины. И никто не приезжает сюда со $100, кроме меня. Поэтому для того, чтобы попасть в город и как-то вообще передвигаться, потому что здесь ни такси, ни автобусов нет, поэтому пошла напрашиваться кому-то. А что делать? У меня $100. Hello! Hello, my friend! You know, I don't have a lot of money and I want to get to the center. You can help me. Oh, super. Hello. 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 You know, I'm a poor tourist and I need to get to the center. You can help me with that. Okay, no problem. We can help you. We can help you. Thank you. We can help you. But tell me how much is gonna be? We will discuss after. Yes. I want to go in the car to the center. Can you help me, please? Sorry. Oh, it's fully booked. Sorry. No? Hello, guys. English? Nothing. I want to get to the city. I have a car. I will give you the Yes? my own car. Okay, but I don't have much money. No, don't worry. Free. Seriously? Where is? Can you show me, please? Ah, seriously? Okay, thank you. Zindabad. Wow. Socotra. Okay, but tell me, why free? Why free? You know, you are a stranger and you came to the airport. You don't have money, so we Yes. have to give you a hospitality here in Socotra. So I will drop you wherever you want. Uh-huh. And you, This is our culture. what's your name? My name is Samit. Summit. My name is Michelle. Nice to meet you. Nice to meet you. Я в шоке. Хорошие люди есть везде. Мистер, Твистер, hello guys. Кирилл. Макашов, Орел и Решка. For me? For me? No. No English.
Ну, прям как дома себя чувствую, когда никто не узнает. Maybe you, mister? Fantastic Bombastic, how are you? Кирилл Макашов? Орел и Решка. Welcome. Ага. You take me on the car? No. Мистер? Hello. Кирилл Макашов. Орел и Решка. Добро пожаловать на Сокотру. Вы за мной? Аднан, пожалуйста, это мой гид, который будет все 2 дня за мной ухаживать, будет мне показывать этот великолепный остров, будет, все за меня будет делать, в общем. Мужик, я просто счастлив. Самая лучшая тачка на сказочном острове Сокотра – это видавший виды внедорожник. А чего вы ожидали? Бугатти? Крузак здесь это самая ходовая тачка. Полный привод, офигенная проходимость. Он просто мчит куда хочешь. Сокотра – это такая дичь, что здесь не работает мировая банковская система. Поэтому мы подготовились заранее. Ну что, сколько будем снимать? Там, в принципе, остров недорогой, нам много не надо. Да нет, давай сколько даст, столько снимем. Согласен. Подумаешь, не принимают на Сокотре оплату картой, даже премиальной. Всегда есть план «Б». Можно подготовиться и снять наличку заранее. Да-да, в любом банкомате и даже в таком количестве. Так что с MasterCard ты получаешь больше при любых раскладах. Держи. Конечно. Полетим с тобой, конечно, но все бабки мне, понимаешь, сразу. Я думаю, мне тут надо аккуратненько расхаживать, потому что если просто вот так доставать эту пачку денег, это может привести к плохим последствиям. Банкоматов тут нет, оплатить картой нельзя, поэтому только кэш. Пока еду, расскажу вам, как тут устроено все на Сокотре. Это довольно большой остров, 130 на 50 километров. Здесь всего несколько поселков, зато полно самых удивительных природных красот. Смысл путешествия на Сокотру в том, чтобы переезжать от одной красоты к другой. Но когда у тебя всего $100, такой отдых невозможен. Сокотра не приспособлена для самостоятельных туристов от слова совсем. Мне остается только ехать в самый большой город на острове Хадибо и искать там землян и приключения. Хотя, панамкой чувствую, у меня они будут не хуже, чем у Кирилла. Отдых на Сокотре – это вам не пакетный тур в Египет, а настоящая экспедиция. Там, куда мы едем, нет отелей, ресторанов и даже туалетов. Поэтому отель нужно везти с собой. Итак, парни сложили в багажник газовый баллон, мангал, стол, стулья, спасательные жилеты, а еще посуду, угли, чайник, продукты и воду. Много воды. И ковер. А в этом зеленом свертке мой дом на ближайшие 2 дня. Вот и Хадибо. Главный город на острове, где мне предстоит знакомиться с сокотрийцами. Но для начала я попросила Саммита привести меня к обменнику. Спасибо большое. Это здесь? Это здание полуразрушенное. Это вот такая дырка смешная. Так. Hello. Поменяйте, пожалуйста. По самому выгодному курсу, пожалуйста. Лиз, капец. Я уже в предвкушении. Гениально просто. Как вам мой трон? Это что? Я стала миллионером? Это наша йеменская валюта. За $100 на Сокотре дают целую пачку зелени. 123 тысячи йеменских реалов. Такие деньги в глаза видят только единицы сокотрийцев. What about rich people? А что с богатыми людьми? Они вообще есть на острове?
Yes, there are Да, есть. people like, Они перепродают рыбу с Сокотры and then they export и зарабатывают много денег. So these people, they get a lot of money. Okay, so from which moment you can say you're... Какая должна быть зарплата, чтобы тут считаться богачом? $2,000. $2000 в месяц. А ты сколько зарабатываешь? Do you... Yeah, my salary У гида зарплата $200 в месяц. Dollars. per month. I know it's not much. Слушайте, у меня не очень много денег. Это все, что у меня есть. This is my, is like only I have, yes. Но вы мне помогли, поэтому возьмите. Not do this, so take it. No, take it. No, please, take it. I told Я же тебе сказал, я просто помог. me I don't have money. Он даже денег не взял у меня. Вот такие вот хорошие здесь люди, походу. Йоу. Что здесь произошло? Я сюда летел с предлогом того, что здесь нетронутая чистая природа человеком. Просто с ума сойти. Даже полиэтиленовый лес. Как так? Вы посмотрите, какая там тонна мусора. Полиэтиленовые пакетики везде висят, цепляются за каждый кустик, за каждое дерево. Как будто бы взорвался мусороперерабатывающая фабрика. Я, короче, в полном шоке. Землян, иногда хочется от вас землю спасти. Что это такое? В Хадибу от мусора не скроешься нигде. Улицы города вместо слоя асфальта покрыты слоем утрамбованных пластиковых бутылок. Идешь, а под ногами хрусь, хрусь, хрусь. Раньше на Сокотре было мало людей, и они питались только продуктами с острова и из моря. Они носили рыбу в пальмовых листьях, а сейчас носят ее в пластиковых пакетах. То есть это просто дело привычки. Они раньше так делали с пальмовыми листьями. Просто выкидывали их, когда использовали. И сейчас то же самое делают с пластиковыми пакетами. Даже они здесь не понимают, что это может быть типа плохо. У людей вообще нет понятия о том, что мусор надо убирать. Idea how to Они выпивают воду и просто бросают бутылку. clean. You see, they are drinking, they are throwing it away. Но на Сокотре есть существа, которые рады кучам мусора. Это сокотрийские козы. Короче, мусор, на ней козочки. Смотри, они подглядывают на нас. Блин, посмотри. Козочки вылазят из мусорки. Сокотрийские козы научились есть самые несъедобные вещи. Я в шоке, что эти козочки кушают картон. Целлофановые пакеты. Они облизывают упаковки от шоколадок и чипсов. Ёшки. И даже приспособились переваривать ткань. А теперь еще один шок. Все эти козы не дикие и не бездомные. У них есть хозяева. Просто козы так пасутся. Только вместо лужайки с зеленой травкой у них мусорка с отбросами. Вечером они спокойно возвращаются в свои загончики. А потом вы их и кушаете вот эти штуки. Я кулю. Да. Ой, капец, какой кошмар. Потом они их убивают и кушают этих козочек из картонного мяса. За жизнью Сокотры сверху наблюдают не голуби, а здоровенные грифы-стервятники.
Но их интересует не мусор, а кое-что. Вернее, кое-кто другой. Ай, фу! Здесь происходит трэш. Короче, желтая птица доедает кота. Блин, я впервые такое вижу. Фу! Rest in peace. Для котика. Я не хочу это смотреть, какой кошмар. Идем, идем, это нельзя смотреть, ты еще маленький для таких штук. Идем, идем, идем. Трудно поверить, но стервятники выполняют свою грязную работу. Спасают остров от болезней, которые легко распространяются на такой жаре. Так что вот они, санитари Сокотри. Сокотра – это чудо-остров. И главное его чудо – растения, которые не встречаются больше нигде в мире. Бутылочное дерево? Огуречное дерево? Они точно с нашей планеты? Но главный символ Сокотры – драконово дерево. Oh man, is it a dragon tree? No, it's not the dragon. It's not? Okay. Is that one a dragon tree? Even no, it's not this one. It's not this one. Oh, is that one a dragon tree? No, I will inform you when it is the dragon tree. I will tell you. Oh, okay. Okay, sorry. Надоел чуваку со своими dragon tree. Okay, that is the dragon blood tree. That's one. Вот оно! Наконец-то добрался! Фу, как круто, ребята! Это же просто чудо света какое-то. Вот эти драконовые деревья растут только здесь. Больше их нет нигде в мире вообще. Эти огромные брокколи. Красивые. Это и есть главное сокровище Сокотры, из-за которого ее называют чудо-островом. Целые леса, состоящие из странных гигантских зонтиков. Еще более странно узнать, что эти инопланетные деревья – родственники обычной спаржи. Ботаники, наверное, в курсе, а я вот в шоке. Сокотрийцы считают драконовые деревья своим главным символом. Их рисуют где только можно. На вывесках, на бутылках с водой, на номерных знаках. Это дерево абсолютно ни для чего не пригодно. Ни для строительства, ни для изготовления мебели. Даже для костра. Никак. Потому что оно внутри... О! Вот такое полое. Просто как труха какая-то. Поэтому оно и выжило здесь спустя столько лет, со времен аж динозавров еще. Но у него все-таки есть важная функция. Создавать тенек. Из-за того, что у драконового дерева нет годичных колец, нельзя определить, сколько ему лет. Может 10, может 100, а может и 1000. Только мельком глянув на этот трэш, туристы сразу спешат уехать из Хадибы. Они брезгуют знакомиться с местными. А я буду, наверное, первым человеком, кто специально останется в городе и расскажет вам о жизни этих удивительных землян. Они сами по себе достопримечательность острова. Класс, здесь все так интересно одеты, особенно мужчины, в таких тканях, обмотанные
такое ощущение, что это юбки. Очень прикольно. Ярко. Юбка для сокатрицев не какой-то праздничный наряд, а самый обычный, как для нас джинсы или шорты. Юбка не мешает ездить на мопеде или спрыгивать с грузовика. Сокатрицы выглядят так, как будто участвуют в показе модного дизайнера. Мое любопытство меня, я не знаю, просто куда-то доведет. Сэр, hello, nice to meet you. Простите, можно вам задать один неловкий вопрос? Я хочу спросить вас про вашу юбку. Yes. Это наша традиция. Ага. Мы носим ее, потому что жарко. И немного неудобный вопрос. Question, but А what что у вас под вашей юбкой? your юбка? У меня там шорты. А можете показать, если не против? Что мы делаем? Все. Вот оно. Теперь я спокойно знаю, что они не голенькие, а под ними шортики, под юбочкой шортики. Thank you very much. А вот что еще не увидят туристы, которые сразу уезжают из города. То, как сокатрицы странно здороваются. Наверное, это самое мило необычно с местных. Yes. Еще одна необычность, которая неизвестна приезжим и которая повергает в шок. Сокатрицы не знают свой возраст. How old are you? А сколько вам лет? 38. 38. Будет 40. Gary 40. Nice. Почти юбилей. It's really... Так вам 39? 39? Yes, you. Наверное. You have... У вас есть паспорт? Да, есть, но дома. It's not here. It's at home. In Вроде там написано 1968. 68. Это год, в котором он родился. Так тебе 53. 53 тебе? 53. 53? You. Maybe I can come. I don't You Ты don't не помнишь? Я не помню. remember. Обалдеть, он даже не понимает. Он даже не помнит, не знает, какой у него четкий возраст. I want to know. А сколько лет всем остальным? She's everybody. This is my brother. Это мой брат. Nice to meet you. He's Ему 25 точно. 25? Так сколько ему? А, ему 30. 30, не 25. 30, ты не знаешь. А ему сколько? Ему 38. 38. Он от балды говорит. Оказалось, что сокатрицам возраст особо знать и незачем. Пенсии по возрасту у них все равно нет. again. Nice to meet you, lovely. Как в последний раз поцеловал меня. Yeah. No, the nose. No. Nose. Как аккуратно они это делают. Самый прикол в том, что вот эти драконовые деревья, они пережили динозавров, переживут нас с вами 100%, все что угодно. Но самый главный их враг – это вот эта красавица. Козы! Просто козы! Пока их сестры в городе жуют картон, козы на плато Диксам шикуют и объедают ростки ценных драконовых деревьев. Ну что, кушаем дерево, да? Кушаем дерево. Молодец, молодец. А потом деревьев нет. А что будем делать? Эх, давай. Но оказывается, на плато Диксам живет удивительный землянин, который взялся защищать деревья крови дракона от коз.
Мухаммед? Мухаммед. Аль-Кибани. Фантастик. Аль-Кибани. Прекрасное имя, прекрасное. Ваше драконье дерево. هذا 15 سنة عمره وانا كم زراعة واجتهد وعملت وصلحت واجتهد بالاحجار وعملت عن الاغنام والابقار وهذا وعملنا هذا حتى انها تظهر وهذا لغرض دراسة علمية في جانب. Мухаммед, все красиво, то же самое на камеру про ваши драконьи деревья. You Star. TV Star. Я ТВ молод, а ты ТВ стар. И рассказываешь. Давай, погнали. Идея сада драконовых деревьев появилась у меня потому, что здесь раньше была огромная роща. Но развелось много коз, которые едят ростки драконовых деревьев. В саду я охраняю ростки от коз, а когда они подрастут, пересаживаю на новое место. Я занимаюсь этим с 2006 года. Высадил уже 900 деревьев. Они очень медленно растут. Самое трудное время в жизни драконовых деревьев – это первые лет 10, пока до его листиков могут дотянуться козы. Чего вы пристали к человеку? Он же говорит, во-первых, они здесь не знают свой возраст. Откуда он будет знать возраст этого дерева? Он же говорит, вот, когда коза перестает доставать туда наверх до листьев, уже можно. هي المشكلة هذا دراسة علمية لحتى تطلع شجرة لحتى تكون فوق ما عادش توصل غنم الجوت شوف فوق ما عادش Вот! جوت. Чтобы ни одна коза не достала до твоего дерева. Чтобы она выросла вот так вот, и ни одна. И чтобы все росли здоровыми и красивыми. Да, как и ты. Все. Спасибо. Шукран. Спасибо. Спасибо. Танки, хорошо. Вы знаете, круто иметь премиальную карту. Но еще круче предусмотрительно снять наличные. Не так интересно было. Хочу тебе доброе дело сделать. Держи, пожалуйста. This is for you. Donation for you. And for your good business. Шукран. Шукран. Thank you very much. Ребята! Я нашел еще одно применение этому дереву. Сюда можно спрятать, что правильно, бутылку со 100 баксами. Последнюю бутылку сезона «Земляне» будет найти непросто. Записывайте координаты. Остров Сокотра, плато Диксам. В 60 метрах на юг от площадки для кемпинга лежит старое драконовое дерево. Ой, простите, я случайно. В общем, берите с собой друга с длинными руками. Удачи! В роще драконовых деревьев водятся еще и вот такие необычные земляне. На самом деле я об этом читал в интернете. Тут есть люди, которые собирают кровь, типа смолу, с этих драконовых деревьев. Если надрезать кору драконового дерева, из него потечет красный сок, похожий на кровь. Из-за этого драконовые деревья даже считали наполовину растениями, наполовину животными. Вы собираете кровь? Мухаммед рассказал, что красный сок на воздухе окаменевает, становится вроде янтаря. Тут его и отковыривают. Как долго ты наполняешь такую кружечку? У некоторых деревьев крови много. У некоторых мало. Чтобы насобирать 1 килограмм, надо работать целый день. Килограмм за границей стоит под 200 баксов. А на острове кровь драконового дерева можно купить в 10 раз дешевле. Вообще ее можно использовать женщинам после родов. Кровь дракона останавливает кровотечение. Также из нее можно сделать косметику, если смешать с водой. Драконьей кровью сокотрийцы сбивают температуру, лечат язву желудка. То есть по факту это вот эта смола, которую все ели в детстве с деревьев. Только она у нас янтарного цвета, а здесь прям бордовая.
Вот почему я больше не ем смолу с деревьев, она невкусная. Слушайте, у него нож такой. Like this. Yes, هكذا. Дерево порезал. По-моему, я порезал то самое редкое дерево. Надеюсь, этого нигде не покажут. Отсюда. И так подковырну. Да? Какой из них козья какашка, а какой из них кровь дракона? Бросай. Да, такая кропотливая работа. Друг мой, я вот именно респект. Это не надо. Зачем это мне? Ножом меня порежешь сейчас. Я вот респект тебе большой за твою тяжелую работу. Это с ума сойти. Пойду поем. Удачи. А у меня на Сокотре свои бесплатные развлечения. Просто посмотрите, босиком они по строительному материалу ходят, и все равно они просто лупашат, бегают. You go to school? Yes. How much language you know? Language 3. Arabic and English and Scotian. Socotrian? Yes. Socotrian language you study in the school? No, Arabic we study. Arabic. But how you know Socotrian? Yes. For my friends and school. Вот так, случайно бегая с пацанами, я узнала еще одну необычность Сокотры. Здесь люди говорят на особом языке, который больше нигде в мире не понимают. И язык этот не имеет письменности. То есть нет ни одной книги, ни одной надписи на сокотрийском. Даже СМС на сокотрийском не напишешь. Поэтому местные пользуются голосовыми сообщениями. Представляете, сокотрийские, они передают из уста. Капец. Просто на слух. Просто вот общаются друг с другом и таким образом выучили сокотрийский язык. А пишут и читают на арабском и на английском. Сокотра – это часть государства Йемен, и все сокотрийские школьники учат его официальный язык арабский. И очень грустно становится, если представить, что сокотрийский язык умрет, когда умрет его последний носитель. И не останется ни следа, ни памяти, что был такой язык. Сердце. Солнце, как бы. Здесь, how? Шамс. А вот это? Шохар. Туалет. Эриска. Еще одно чудо Сокотры. Дюны высотой с небоскреб. Откуда взялись эти песочницы? Не вывалил же их тут гигантский самосвал. Оказывается, песок выносит на пляж волнами. Песок сохнет, мощный ветер с моря его сдувает, но песок натыкается на гору и здесь же оседает. Ага, стоп. Ух ты! Ну что, не ожидали меня увидеть на Сокотре с лыжами? Я тоже. Да, ребята, на Сокотре нет снега. Да он и не нужен. Мне сказали, что для этого отлично подойдет и песочек. В общем, вот эти лыжи для катания по песку, они единственные на Сокотре. И надо ж было мне их найти, потому что я такой,
На песке покататься по дюнам на лыжах — это просто кайф, это просто счастье какое. Я устал. Это даже не четверть. Фу, ну красиво, зараза. Красиво. Ой, мама дорогая, дай мне сил. Эти лыжи с каждым шагом все тяжелее и тяжелее. Красиво и тяжело. На ногу упала. Очень больно. Я очень устал. Мы прошли только половину этой долбаной горки. Давай на третьих покатаемся. По дюнам, тут красиво. Оператор уже умер. Валяется сзади. Сам себя снимает. С чего-то жили, а? Сань, за 10 баксов сгоняешь вниз и вверх за лыжей? Последний герой. На нем и поедь. Поедем на одной. Что это такое? Что это? Как я хочу буду ехать? Сейчас, тихо, тихо. О! Сань! Сань, я поехал, Саня! Ай, твою бабушку! Самый сумасшедший ведущий «Орел и Решка» в деле! Поехал! Ух ты! Ну-ка. Так, себе. Так, поехали. Так, я вторую лыжу нашел, между прочим. Я до нее доехал. Я весь в песке, просто весь. У меня песок в трусах, в ботинках. Абсолютно везде. В этом плане на снегу кататься круче. Он просто тает. Ты просто мокрый. Тебе не нужно вот это все вытрушивать потом. Но кайф в этом есть. Вот честно признаться, я ною-ною, но кайф в этом есть. Что произошло? Сейчас как в фильмах делают так вот. Сейчас.
По-моему, нормально было? Когда солнце прячется за горы, вся Сокотра наполняется пением муэдзина. Слышите? Это всех сокотрийских землян приглашают на вечернюю молитву. Сокотрийцы мусульмане и совершают намаз 5 раз в день. И неважно, кто чем занят в этот момент, ради молитвы они бросают любые дела. Смотрите, мы сейчас остановились, и попросили паузу 5 минут. И они вышли и будут молиться. Потому что, что бы ни происходило, они в пути всегда должны это сделать. То есть даже бочки специальные с водой стоят, где обмывают руки, ноги, чтобы когда ты в путешествии на дороге едешь, вышел, помолился. А не будем мешать. Уникальность туров по Сокотре в том, что турист тут ночует не в отеле, а в кемпинге. А кемпинги тут разбивают в разных заповедных местах. На пляже или у подножия гигантской дюны. А я сегодня переночую в роще драконовых деревьев. Ну, вот такой сокотринский кемпинг. Моя палаточка, стол, Санина палатка, лаунж-зона отдыха. Так, ну что, глянем мою палаточку, которую мне тут поставили. Ну, как бы почти. Это где-то отдаленно похоже на те отели, в которых я бывал. Как это по традиции ведущий должен сделать вот такую штуку еще. Не делайте так в следующий раз. Не надо. На самом деле, я-то здесь не за суперкомфортом, а за самим местом, в котором я нахожусь. Уникальнейшее место на планете Земля. В кемпинге есть все условия для комфортной жизни. Ресторан с открытой кухней и туалет. На самом деле, здесь туристам останавливаться нельзя. Но благодаря, ну вы понимаете, можно все и даже немножечко больше. Пойду спрячу под матрас. Когда солнце заходит за горизонт и в Хадиба наконец веет прохладой, сокотрийцев на улицах становится в 5 раз больше. Они собираются вместе, чистят рыбу на дороге, начинают что-нибудь чинить. На Сокотре фонари не на улицах загораются, а на лбах, потому что здесь нет света. Открываются магазины, кафе. Из-за этих огней чувствуешь себя сразу как на Таймс-сквер. Так вот, ужин в моем кемпинге. Мне тут приготовили такой бульончик из козлятины, жиденький получился. Хлебушек принесли, сами сделали. Рагушечку сделали с картошечкой и овощами. И главное блюдо этого стола – это, конечно же, отварной козел. Кстати, козла тут могут себе позволить очень немногие.
только богатые люди. Как же готовится козел по-сокатрийски? Тут никто не заморачивается, чтобы порезать мясо красивыми кусочками. Такое ощущение, что козла просто порубали топором вместе с легкими, кишками, короче, со всеми органами. Это я не знаю, что это такое. Это не для меня, это я не буду кушать. Я просто хочу кусок мяса. Просто это оно. Это оно. Это мне. Пожую и отвечу. Оно достаточно резиновое. Я жую. Оно жесткое. А паста будет сегодня? Ребят, нет? Ладно. Но я это все сам не осилю, так что... Come, guys. Давай, help me. Please, enjoy. А я, пожалуй, пойду отдыхать с десертиком. Good night, everybody. Enjoy. Спасибо большое машинам, мотоциклам, что благодаря им хоть что-то видно в этом городе, светят своими фарами. Как в такой темноте я найду отель? Ну, придется как-то. Hello. You know hotel? Hotel? Here 5 hotel. В описании сокатрийских отелей пишут «условия, приближенные к отельным». Не знаю, что это значит, но на всякий случай не буду экономить и пойду в самый лучший. Can you show me? Let's go. Thank you very much. Вот так вот. One room for one person. How much? Nice. 30 тысяч. Не думаю, что я богата. Это просто так случайность. Раз, два. Nice. Thank you. Вот моя комнатка. Пожалуйста, пусть там будет хорошо. О, боже. Тут чисто. Нигде не валяется мусор. Козочки не бегают, не кушают пластик и картон. Мои условия просто шик для обычного сокатрийца. У меня есть кровать, а обычные местные спят на подстилке прямо на земле. У меня в номере есть кондиционер, а у сокатрийцев для прохлады просто дырка в стене. А еще у меня в душе душ, а не как у местных, ковшик с ведром. Все, есть вода, я довольна. Я тебе рюкзак, потому что я мечтала об этом с самолета. Так что пока. А у меня отель не то что на 5 звезд, а на 1 000 000 звезд. На Сокотре нет засветки от больших городов, и можно увидеть ночное небо таким, каким его видели 1000 лет назад. Чудо-остров Сокотра и его жители слишком уникальны, чтобы рассказать о них всего лишь в одном выпуске программы. Самый невероятный человек здесь, на всем острове, а может быть даже и во всем мире, я не знаю. Поэтому смотрите продолжение наших неожиданных, Без страховки, без ничего, просто сумасшедший землянин. опасных Это в первый раз я буду дайвить. Не знаю, какое оборудование этого мистера. Собственно, чего бояться? и диких приключений. Ой, нет. Слово «нервным» — это не смотреть.
во втором выпуске «Орел и решка-земляне» про жителей Сокотры. Мишка, ну посмотри, как красиво. Золото Сокотры. Абдулла! Ты просто огромная черепаха. Мамка накормила всех. День любви сегодня.